Сегодня я в очередной раз на связи. Я хочу сразу сказать, что я никого ни к чему не призываю. Я лишь хочу, чтобы вы поняли, что мир вокруг нас не такой, каким он является. Сегодня я хочу рассказать вам о таком факте, который неотрывно связан с НЛО, как о факте пропажи большого количества людей по всему земному шару, и именно о пропаже детей. Хочу сразу сказать, что данный факт имеет свое происхождение с незапамятных времен. Только люди связывали это с различными проявлениями потусторонних сил, как то ребенка могли украсть там эльфы, тролли и так далее. Это все сохранилось в преданиях, сказаниях, сказках, в том числе и великих поэтов и Германии, Франции и так далее. Но скорее всего, эти все сказки имеют вполне реальную подоплеку, связанную с неземными цивилизациями. Так, на планете Земля ежегодно пропадает более 1,5 миллионов людей. Причем пропадают они в ежегодной статистике. Бывают и одномоментные большие пропажи, как вот случай, допустим, произошедший в 1986 году в Японии, в городе Саппоро, когда полностью пропал автобус с учениками младшей школы от 8 до 12 лет. Этих людей до сих пор не нашли. Что касается, допустим, легенд прошлого, известно такое событие, произошедшее в Румынии или Венгрии. Так называемый флейтист, который увел за собой группу детей маленького городка и сокрыл их в скале. Ну, то есть скала каким-то волшебным образом раскрылась, дети оказались внутри, и после их никто не видел. В настоящее время происходят похожие ситуации, допустим, как в Литве злополучно известная дюна Наглиса, где регулярно пропадали дети на побережье Балтийского моря. Такое происходит в Китае, такое происходит в США, такое происходит в России. Что я хочу рассказать? Некогда я имел отношение к специальному подразделению, которое занималось разработкой влияния инопланетных сил на события нашей планеты. Что я могу рассказать лично? С инопланетными цивилизациями существует вполне определенная договоренность. Это обмен их технологий на определенные, скажем так, услуги и материалы, которые предоставляются из Земли земными правительствами разных стран. Что касается материалов, то чаще всего материалы, передаваемые инопланетным существам, это живые люди, в частности дети. Это очень страшно, это нечеловеческий сатанизм, но тем не менее это существует. И как используются дети? Так называемые роиды, это расы серых существ, они не могут поглощать пищу так, как мы с вами, через вербальное ротовое отверстие. Они поглощают жидкие энзимы через поры кожи. Эти энзимы готовятся из человеческой крови и, разумеется, из крови детей. Кроме того, их интересует такое вещество, как адренохром. Адренохром – это наркотическое вещество, которое образуется в шишковидной железе детей после того, как они претерпевают сильный стресс или страх. Что касается еще о детях, об умерщвлении детей, о пропаже детей. В настоящее время по всему земному шару действует целая сеть абортариев, которые подчиняются непосредственно неземным силам. Женщины проходят обследование в обычных клиниках, у детей находят какие-либо патологии, и после этих женщин уговаривают совершить аборт. Кого-то уговаривают, а кому-то просто говорят, что если вы это не сделаете, то вы погибнете при родах. Женщины на это соглашаются, и после абортированные младенцы, абсолютно здоровые, которые могли бы родиться и жить, они проходят некую обработку,
Из них изготавливают энзимы, получают необходимые клетки и материалы, которые потом используются инопланетянами для выращивания своих биомолекулярных субстанций, организмов, проведения опытов. Это действует вот в данный момент, прямо сейчас. Это великий заговор, о котором периодически кое-какие обрывочные сведения появляются в интернете, но никто точно не может сказать, где это происходит, и взять на себя ответственность, чтобы сказать, что некие люди имели к этому прямое отношение. К сожалению, в мире этого очень много, это лишь одно из проявлений той нечеловеческой злобы, которую испытывают по отношению к живым людям инопланетные существа. Что касается, допустим, еще пропажи детей, то непосредственно дети пропадают в зонах мировых конфликтов военных, в зоне техногенных катастроф, это как-то наводнения, землетрясения и так далее. Но кроме того, что дети пропадают, их пропажа инспирируется спецслужбами разных стран, существует ряд инопланетных представителей, которые нарушают договоры с правительствами Земли и самостоятельно похищают детей, пользуясь неким договором, который был заключен еще со времен Никсона и который был также утвержден правительством Линдона Джонсона в США. Этот договор впоследствии пересматривался, вносились поправки, но инопланетные существа, заключившие первоначальный договор, они отрицали все эти поправки и пользовались первоначальным договором, по которому им позволялось похищать людей в строго определенном количестве. Но у этих людей после проведения опытов и экспериментов должна была быть блокирована память. Сама технология блокировки памяти, она оказалась, по всей видимости, несовершенной, или просто сами инопланетяне пренебрегали ей. И многие люди помнили о том, что с ними происходило в чревах космических кораблей. В настоящее время аналитиками Стрэнджа подготавливается спецоперация по пресечению ряда опытов на территории среди Объединенного Королевства в Англии. В настоящее время ведутся разработки по извлечению технологий с космического корабля, который находится на Луне. Вот в настоящее время на Луне находится заброшенный космический корабль, который потерпел там крушение многие сотни тысяч лет назад. И косвенно есть данные о том, что похищение детей и пропажа детей связаны с этим космическим кораблем. Скорее всего, как мы подозреваем, некие мощности и некие живые существа на этом корабле сохранились. И чтобы поддерживать свою жизнь, они инспирируют вот эти вот похищения живых организмов на территории нашей планеты. Вот. Кроме того, в настоящее время активно проводятся эксперименты по гибридизации человека и инопланетного существа. И эти эксперименты проводятся непосредственно на детях до 8 лет и на беременных женщинах, чтобы уже в утробе, в женской утробе зарастить вот этот эмбрион гибридизированный между человеком и инопланетным существом. Эти опыты, они проводятся не инопланетянами, они проводятся именно правительствами Земли для того, чтобы получить совершенное биологическое существо, которое могло бы выполнять определенные задачи и выживать в определенных условиях. Я хочу сказать вам о том, что в настоящее время все человечество отдано на откуп вот этим существам, и многие правительства земного шара, стран земного шара, они сотрудничают с ними и также рассматривают население своих стран как подопытный скот. Я хочу, чтобы с сегодняшнего дня вы морально воспротивились этому, сказали себе, что мы не подопытные кролики и над нами запрещено ставить опыты. Единственное, что боятся инопланетные существа, это прямого ментального отказа, так как они действуют с нашего молчаливого согласия.